Здравствуйте, мои дорогие. Как он сейчас живет? Смотрим. Пускай их будет 4. 4 мужчин. Как он там сейчас живет? Я думаю, что у вас в окружении есть 4 человека. Как он сейчас живет? Как он там живет? Раз. Как он там живет? 2. Так. Как он там живет? 3. Как он там живет? 4. Вот какие-то 4 мужчины вот хотят рассказать, как они там живут. Как он там живет? Да неплохо живет. Окружают какие-то приятные ему люди. Очень, очень, в принципе, неплохо. Вот все нормально у него. Здесь хорошо. Здесь, в принципе, даже по чувствам тут какие-то такие ностальгические нотки. И человеку душевно, хорошо и приятно. Кого-то задело, может быть, если он где-то без вас, и, в принципе, у него неплохо. Обмен цветами, подарками, вот этот еще момент идет. Как он там живет? Как он там живет? Давайте посмотрим, вспоминает ли о вас. Вот этот висит. Много здесь, конечно, чего хочется сказать, но тут больше говорят о том, что сейчас он как жертва. Вспоминает ли о вас? Это жертва. Он видит все не так, как хотелось бы вам. Видит все, как вы видите, в перевернутом виде. По-другому не может сейчас. Вспоминает ли о вас? Только свои победы рядышком с вами вспоминает этот человек. Хитро сделанный какой-то принц. Даже не принц. Ну, он в своей зоне комфорта защищается. Ему там, в принципе, неплохо. Так, ну вот такая здесь ситуация. Давайте посмотрим дальше. Чтобы этот не фонил, эти тоже, мы их будем все-таки убирать. Как он там? Раскрывает свою силу, вообще в силе своей, прорвало там у него что-то в работе, может быть, в бизнесе, поперло, рост. Тут, в принципе, очень классно, здоровье, в своей силе, говорят он. Также можно еще сказать, что он с кем-то борется, но он сильную позицию занимает. Так, как он там живет? Как же он там живет? Как он там живет? Императрица. Вот как-то так иногда с императрицей у них есть общение. Да, вот так. Здесь есть какая-то женщина рядышком. Да, он там не сам. Это женщина, даже может какая-то вот женщина, а с ней еще кто-то. Смотрите, у него какие-то иллюзорные видения ситуации, и он хотел бы к вам ничего, он не имеет. Смотрите, он в розовых очках смотрит на какую-то даму, но это не вы. И вот думая о том, как будет дальше, да, он представляет какую-то свою картинку по отношению к той даме. К вам что? Ну, к вам он будет проявляться. Как прорыв будет какой-то. Вот. Это будет скоро. Почему? Ну, вот потому что вы ему тоже нравитесь. Какая-то такая ситуация. Здесь может быть вообще мама. Вот здесь рядышком с ним. Кто эта дама для него? Деньги. С деньгами связано. Кто эта дама для него? С деньгами, с финансами. Путь такой, когда выбора нет. Или же со стабильностью, когда выбора нет, когда что-то ценное в ее руках есть, и он не может двигаться. Но я вижу, что у них есть какая-то дистанция. Да тут не какая-то, тут большая дистанция. Люди не вместе духовно. Но кто-то вот как бы возле него есть, крутится.
Ну, вот так он живет. Так, смотрим следующего, как он там живет. Этот с юстицией. У него сейчас, ух ты, у него сейчас период. Так, мои дорогие, сейчас буду доставать карты. Так, эта карта перевернулась, это нет. Период правосудия, может судиться с кем-то, выбирает свой путь. Стоит на дороге выбора. Какую роль он здесь занимает? Давайте посмотрим. Роль хозяйки. Какую? С кем-то судится. Применяет различные методы, характерные для обманщика, но довольно креативные. Но это может быть как и судится, так и его осуждают в чем-то. А может быть, жизнь его действительно сейчас как проверяет, на какие-то проверки устраивает. Так. Также получает по заслугам, что делал, то сейчас и получает. А что он сейчас получает? Давайте посмотрим. Пришло время правосудия в его жизни. Получает какую-то даму с мечом. Вот. Он против нее слабый. А еще эта женщина приведет его к успеху. Вот какая-то дама. Вы здесь каким боком? Вот есть тут вы. Вы будете в периоде, когда у него начнет все меняться. Это не сейчас, но вот очень скоро. Когда он будет бороться за вас. Этот будет бороться за вас. Сейчас у него, возможно, карьера. И он на такой дороге, когда необходимо, например, подчиняться кому-то. Видите, он здесь занимает такую маленькую позицию, как на нижней ступеньке стоит, но тут какая-то дама ведет его к успеху. Может быть, начальница, либо какая-то дама возле него тоже. Хорошо, следующее. Как он там живет. И здесь у нас он показан рядышком королева Пентаклей, рядышком с какой-то дамой. По сути, дама, которая заменяет ему жену и маму. А может, это жена. Так, как он там живет? Как у Бога, за пазухой. Денег своих нет, деньги у какой-то дамы. Как ребенок, как он там живет. Смотрите, тут говорят, что он зарабатывает меньше, чем та, кто рядышком с ним. Это может быть и мама, и любая другая женщина. Вот так. Если это не женщина, здесь могут говорить о сотруднице, от которой он зависит. Да, о начальнице, от которой он зависит. Если такого нет, просто мне интересно, что это за дама, которая взяла на себя все тяготы жизни. Вот, и ему рядышком, в принципе, хорошо. Где бы это ни была дама, работа, либо бизнес, либо личная жизнь. Ему хорошо. Вот он пригрет, как кот в масле катается. Или как сыр в масле, как кот вот возле сметанки. Да что же это сегодня? Падают карты. Вот так он живет. Эта дама руководит процессом. Она очень мудрая. Интересно. Возможно, возле нее еще какие-то дамы, которые что-то подсказывают, как-то обучают ее. Он этого не видит, не знает или не хочет видеть. Ну, по сути, душа у него одинокая. Немножко определенно хитрит перед собой, что у него все хорошо. Ему не хватает страсти, эмоций, беспорядка и хаоса в жизни. Это вас ему не хватает. Так, хорошо. Вот такие вот истории, вот таких вот мужчин. Пожалуйста, вот они, красавчики. Вот их жизни, вернее. Вспоминает ли вас этот? Ну, вы знаете, время от времени. Вспоминает ли вас этот? Да, этот вас вспоминает. Вы
Будто бы похожи на первую его любовь, либо напоминаете, или вы настоящая любовь. Вспоминает ли вас этот? Вы знаете, да, вы в его голове есть, но это не как воспоминание, а как желание. Взрыв в голове. Тут есть. Он вообще, этот бы хотел вообще с вами быть долго и счастливо жить. Вот такие здесь мужчины. Я вам благодарна и жду вас на следующих моих видео. Спасибо вам за поддержку, за лайки, за то, что успели подписаться. Это действительно вам все-таки поможет в последующем видеть другие мои видео и ответы на любые вопросы. За финансовую поддержку благодарю вас и хочу, чтобы Вселенная благодарила вас в разы больше. Всего доброго, пока-пока.